23 номер и капитан. Центр обороны. Лапорт 14, Кубарси 15, фланги Поро 12 и Кукурелли 22. Тройка полузащитников. Руис 8, Субименди 18, Мерино 6. Атакующий трио. Баэна 16, Торрес 7 и 21 Арасабль. Луис де ла Фуэнте, главный тренер прекрасной, великолепной во всех отношениях испанской команды. Я уже сказал, что эта команда не знает потерь, уверенно лидирует, но пока еще не решила главную задачу, не обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира. Прозвучал он отсутствует и в этой игре уже никаких обстоятельств не примет. Есть заход, возникает напряжение. Это 9 пропущено, 3 очка набрано. Вот здесь нет сомнения. Арасабль крутит и пытается закинуть мяч в дальний верхний угол. С левой ноги бил 2. Пошел в обыгрыш, пошел на двоих, ошибся. Но здесь другое развитие. Он не нападающий. След за чемпионатом Европы сумеет. Уже есть забитый мяч, быстрый гол. Играли со счетом 2-0. С Баэна. Торреса. Он правой руку отпустил. Субименди его догнал, достал. Не привезли гол после. Еще один момент. Через центр прошла атака. Случился момент. Ждем повтор. Пауза. И вот только теперь удар. Штанга! Очень опасно атакует Испания. И мяч сейчас попадает в стойку. Теперь уже вот такое домашнее поражение. Испания атакует и закатывает третий гол в ворота хозяев. Ну, ничего не могут поделать с этой Испанией грузинские футболисты. 30, наверное, уже все-таки 5-я минута. 0-3. Все очень плохо. А вот эта группа товарищей очень и очень радостно воспринимает то, что Арасабль записал на свой счет голевую. Баэна предголевая, прострел, никто не успевает. Торрес загоняет мяч в ворота. 0-3. Вроде бы только-только как-то жизнь налаживаться стала на футбольном поле для хозяев. Они намного активнее стали действовать в атаке. Какие-то посылочки появились тому, а вдруг сейчас Грузия сполна вернется в игру, если один мяч отыграет. А Испания бился определенный спад. Нам необходимы позиционные атаки Испании. Но с мячом, я думаю, владение тут этому голу 5 с 10 плюсами надо. Скучает, у которого пока нет работы. Может быть, на 22-й минуте забивает. Но его встречают сразу два. Будет вернуться, то судьи вернутся позже. Томуная Симона. Пора уже его потревожить. Великолепный перевод направо. Сразу же трибуны взрывают. Об этом все знают. Но после того, как пропустила 2 гола. Неплохой наброс. Прострел. Еще один угловой. Вот. И выход 1 на 1. Исполнение, но на самом высоком уровне. Это просто какой-то космос. Держали мяч. И потом вот такой взрыв. И создают момент. Проваливается центр обороны. Испания уже выигрывает 2-0. И действительно это выглядело лихо. Субименди. Любой игрок, невзирая на амплуа, на позицию вот в этой испанской сборной, способен отличиться. И здесь пас в касание. И в конце-то концов, выйдя 1 на 1, как хладнокровно распорядился мячом 18 номер испанской сборной. И великолепно ему ассистировал, конечно же, Фабиан Руис. Как разыграли, как расчертили, как взломали оборону, реализация, концовка. Ну, все от начала до конца здесь на высочайшем уровне. Красотища, ну что тут скажешь. Лучший свой отрезок выдает. А Кубарси страхующий был. Тенки ФИФА, Испания первая. А здесь уже мяч не... Штрафной оказывается Алекс Баэна. Торрес делает пас штрафную. Решил. Поро делает передачу. Тут же штрафной. Выполняет Испания. Неплохая подача. Там было нарушение правил. Подача от Фернандо Торреса. Хороший навес. Ой, как здорово. И вот сейчас во всей красе. Это просто какой-то невероятный сейф. Вот. Не дал трещину. Выше. Арасабль, Мерино. Грузинская команда старательно действует. Выполняют все. Играет здорово. Вот опасный момент. И надо замыкать дальнюю штангу. Такую попытку предпринимал
Ферран Торрес. Тут еще испанцы обращаются к рефери набегать. Удар по воротам очень грамотно, спокойно, в своем стиле выполняет пенальти, а главное, его реализует Микель Ойярзабаль. Счет открыт и быстро открыт на 11-й минуте. Гости выходят вперед благодаря реализованному пенальти. И он был назначен справедливо. Скочил так, сделал небольшую микропаузу Микель Ойярзабаль. Ну и затем право от себя полетел вратарь грузинской сборной, а мяч пошел в противоположный. Вот такой вот. Стеночка проходит. Хвича забегает в Шрафшвили. И Мамучак пробить с лета. Удар был блокирован. А здесь уже Ойярзабаль нарушил поле. У сборной Испании фланги обороны видоизменили игрока испанской сборной. Грузия в атаке. Попытка пробить. Лапорт, 14 номер. Кубар. Это был Анзор Меквабишо Давиташвили. В линию. Затем с левой подает на дальнюю штангу. На этот раз нет розыгрыша углового. А здесь не очень хороший пас-то получился. Здесь пас не проходит. В отборочной встрече. Скоро он достигнет рубежа. Лоренте свою атаку. Ставить свои ворота в неприкосновенность, сыграть на 0. Он направо. Есть поддержка. Ждем. Пущенных мячей у Испании. Волноваться. Себя защитников. Навес. Удар по воротам. Заходит. Не сильный, но такой, знаете, гроссмейстерский по точности удар. Как же попал, как исполнил, практически без кивка. Но под штангу в угол. И есть дубль у Микеля Ойярзабаля. В конце первого тайма оформить дубль ему не позволил Георгий Мамардашвили. Сейчас он был бессилен. И вновь предголевую, третью предголевую сделал Алекс Баена. А потом навес, удар в дальний. В качестве ассистента выступает Ферран Торрес. И 0-4. Испания громит грузинскую сборную. Я бы не сказал, что таким, знаете, прям атлетом является Микель Ойярзабаль. Но как же хорошо он выбрал позицию и сумел продавиться. Сила играть Фермин. Баен. Было 100 тысяч зрителей. Умеет ли она стать первой сборной, не успев, как говорится, родиться? Сейчас за кипрский Арис. Прострел низом. На Георгий Цитаишвили. А пока легко, свободно. На Грузии удар Кличи в ближний угол. Сейва. Сразу же партнеры. Приближается к штрафной. Делает отличную передачу. Вот здесь ошибается. Отыгрывает мяч партнеру. Удара за один момент у испанца. Не будем забывать, что Хвича был. У Испании в 5-й минуте Торрес забил. Вот, может быть, сейчас мы и 5-й увидим. Были близки испанцы к успеху. Варацхелио. Момент. Ну и штанга. Где мяч? Как он не оказался в воротах? Это какой-то колдовство. Напоминает, что у Испании 20. Вперед. Он уже в одной голевой атаке принял. Прислать бутылку. Положительным образом надо забить. И какой! Есть прорыв по левому флагу. Вот момент. Есть продолжение. 19 мячей забито, 0 пропущено. Вот эпизод. Выход 1 на 1 далеко. Каким-то невероятным. То, если бы этот гол случился, это был бы автогол. Ух, какой эпизод. Вот штрафную.